На Венере ты проживешь 1 секунду, на Меркурии целых 2 минуты, на Марсе 3. Это самые гостеприимные планеты Солнечной системы. Сегодня что случится с тобой на каждой из них? Поехали. Меркурий. Ближайшая к Солнцу планета, но не самая горячая, это важно. Потому что больше ничего хорошего о нем сказать нельзя. Днем 430 градусов, ночью минус 180. Разброс в 600 градусов самый большой в Солнечной системе. Скафандры НАСА выдерживают до 121 градуса. Обе стороны тебя убивают. На дневной стороне Солнце выглядит в 3 раза крупнее, чем с Земли. Атмосферы нет, свет ничем не смягчается. Радиация начинает разрушать ДНК за тысячные доли секунды. Ночная сторона убивает медленнее. Через 10 минут ты перестаешь двигаться. Мышцы деревенеют, сознание путается. Через час смерть от гипотермии. Есть зона между днем и ночью, терминатор. Там температура терпимая. Но Солнце не зайдет еще 29 земных суток. Спрятаться негде. 2 минуты. Это максимум. Венера. Ближайшая к Земле планета. Похожа по размеру, по гравитации. Красивые желтые облака. Эти облака – серная кислота. Давление в 92 раза выше земного. Через миллисекунду скафандр начинает сминаться. Через секунду – разгерметизация. Через 2 – кожа и мышцы сжимаются, сосуды лопаются, органы отказывают. Температура 470 градусов. На поверхности Венеры олово, цинк и свинец существуют только в жидком виде. Только 10% солнечного света пробивается сквозь атмосферу. На поверхности темно. Двигаться все равно, что плыть в густой жидкости. Советские зонды серии «Венера» садились на эту поверхность. Самый живучий продержался 127 минут. Он был сделан из титана. Ты – мед. 1 секунда без скафандра. Вероятно, меньше. Марс. Марс – единственная планета, где люди реально планируют жить. Днем здесь плюс 20 градусов. Звучит неплохо. Атмосфера – почти чистый углекислый газ. Давление в 160 раз ниже земного. Один вдох, и легкие не могут вытолкнуть воздух обратно. При разгерметизации скафандра начинается эбулизм. Газы в крови закипают от низкого давления. Кожа раздувается. Через 7 минут – смерть. Радиация в 40-50 раз выше земной. Без защиты она медленно разрушает кровеносную систему, повышает риск инсульта и повреждает мозг. Пылевые бури длятся неделями, покрывая всю планету. Частицы пыли настолько мелкие, что проникают в скафандр и забивают фильтры. Твоя система жизнеобеспечения отказывает изнутри. 3 минуты без скафандра. С кислородным запасом часов 10. Потом кончается кислород. Самая гостеприимная планета системы. Юпитер. Юпитер убивает тебя на подлете. Его магнитное поле в 18 тысяч раз сильнее земного. Оно улавливает солнечную радиацию на расстоянии миллионов километров. За 300 тысяч километров до поверхности, которой нет, радиация уже смертельна. Допустим, скафандр справился. Ты падаешь в аммиачные облака при минус 150, ветер 480 км в час. Большое красное пятно. Шторм, который не стихает уже больше 400 лет. По площади больше Земли. Молния Юпитера выделяет энергию, достаточную для питания целого города. Одна из них попадает в капсулу. Электроника выходит из строя, кислород перестает поступать. В 1995 году зонд Галилео выдержал здесь 58 минут. Ты выдержишь 3. Перегрузки от ветра убьют тебя раньше, чем давление. Ядро 24 тысячи градусов. В 4,5 раза горячее поверхности Солнца. Сатурн. На Юпитере ты хотя бы падал в газ. На Сатурне тебя сначала забросает камнями. Кольца движутся со скоростью 70 тысяч километров в час. Это миллиарды обломков размером от пылинки до дома. Первое, во что ты врежешься, это они. Ветер 1800 километров в час. На Северном полюсе шторм правильной шестиугольной формы размером с 2 Земли. Сквозь плотные облака аммиака солнечный свет не проникает. Тьма. Малейшая трещина в скафандре – мгновенная смерть от отравления. Температура – минус 200 по час в верхних слоях. Скафандр покрывается льдом. Электроника отказывает. Давление растет с каждой секундой. 5 минут падения. На 11700 градусах ядра все заканчивается. Где-то посередине – ты. Уран. На Юпитере и Сатурне тебя убивает планета. На Уране тебя убивает собственный скафандр. Самая холодная планета системы – минус 224 градуса. При такой температуре скафандр становится хрупким и трескается. 2% атмосферы – метан. Этого достаточно, чтобы убить за несколько минут при любой разгерметизации. Ветер до 900 км в час разрушает скафандр. Холод делает его хрупким. Водород и метан вступают в реакцию с материалами.
На Уране все работает против тебя одновременно. На глубине 10 тысяч километров давление и температура так высоки, что углерод кристаллизуется в алмазы. В человеческом теле 18% углерода. Теоретически ты тоже станешь алмазом. Практически тебя раздавят задолго до этого. Нептун. Забудь давление, забудь холод. На Нептуне тебя убивает ветер. Ветер 2100 км в час. Это не просто ветер, это сверхзвуковой поток. 5 скоростей звука. Турбулентные вихри бросают корабль в разных направлениях. Центробежная сила создает перегрузку до 10 G. При 10 G кровь стекает к ногам, мозг теряет кислород, сознание отключается за секунды. Через 5 минут корабль и тело теряют структурную целостность, распадаются в атмосфере. Ядро 7000 градусов. Тоже идет алмазный дождь. Тебя это уже не касается. Плутон. Плутон перестал быть планетой в 2006 году. Мы все равно сюда добрались. Температура минус 238. Давление почти 0. Солнце отсюда яркая точка. Его свет добирается сюда 5 часов. Через 30 секунд начинается обморожение. Через минуту жидкости в теле начинают кристаллизоваться. Через 2 минуты температура тела падает ниже 30 градусов. Ты теряешь сознание. Через 3 тело замерзает. Органы отказывают. Планетой не считается, а умереть все равно можно. Подожди, это еще не все. Солнце не планета, нас это не остановит. В нем содержится 99,86% всей массы Солнечной системы. Все планеты, луны, астероиды – это оставшиеся 14%. Поверхность 5500 градусов, ядро 15 миллионов. Корона, внешний слой атмосферы, в 300 раз горячее поверхности. Физики до сих пор не понимают почему. Зонд Parker Solar Probe – самый быстрый объект, созданный людьми. Он защищен щитом из углеродных волокон толщиной 11 сантиметров. Твой корабль такого щита не имеет, он испарится задолго до поверхности. Ты испаришься вместе с ним, мгновенно. Солнце даже не заметит. Луна. Луна в 384 тысячах километров от Земли, ближайшее к нам тело в космосе. Атмосферы нет, давления нет. Днем плюс 127, ночью минус 173. Лунная пыль острая, как стекло. Скафандры Аполлон изнашивались за несколько выходов. Она проникает в легкие и режет ткани изнутри. Без скафандра около 90 секунд. Титан. Титан – луна Сатурна. Единственная луна в системе с настоящей плотной атмосферой. Давление чуть выше земного. Это позволяет выжить дольше, чем на большинстве планет. 2,5 часа. Потом тепловая защита не справляется с минус 179. Гипотермия, потеря сознания. Конец. Европа. Европа – луна Юпитера. Под ледяной корой океан жидкой воды глубиной до 100 километров. Там может быть жизнь, настоящая. Но на поверхности радиация Юпитера. Она разрушает кислородную систему скафандра за 15 минут. Жизнь под льдом до тебя не доберется, ты до нее тоже. Если хочешь знать все о Солнечной системе, подписывайся.